16 июля 1945 года. Пустыня Нью-Мексико. 4 часа утра. 30 секунд до первого ядерного взрыва в истории человечества. Испытание называлось Тринити. Тишина. Потом белый свет горячей поверхности Солнца в 5 раз. Ударная волна разошлась по пустыне с такой силой, будто сама Земля на секунду содрогнулась. В бункере стоял Роберт Оппенгеймер, физик, гений, научный руководитель Манхэттенского проекта. В ту секунду ему в голову пришли строки из древнеиндийского текста Бхагавад-гиты. Он произнес их тихо. И я обернулся смертью, разрушителем миров. В этот момент он понял, что только что сделал с человечеством. Он только что закончил уравнение, которое складывалось 3 года, и результат уравнения выглядел так. Любая война отныне может быть последней. Оппенгеймер стал самым первым человеком, который создал нечто, способное уничтожить цивилизацию. Накануне вечером была тревога, и мы много раз бегали в укрытие. Часы едва пробили 8 утра, когда в небе раздался рев бомбардировщика Б-29 и Нола Гей. Решение бомбить Хиросиму было принято всего за час до этого. Ровно в 8:15 была сброшена атомная бомба под названием «Малыш». Почти четверть жителей города погибли мгновенно. Многие из них были школьниками. 80 лет спустя. Другой город, другая комната, молодые, умные, уверенные люди. И та же точка невозврата. Горстка людей, которые только что изменили мир. Навсегда. Именно они первые в мире создали искусственный интеллект, начав новую эпоху в истории человечества. Давайте проведем параллель, потому что сходство между 45-м и 25-м годами настолько точное, что становится не по себе. Манхэттенский проект, засекреченная лаборатория в Лос-Алмосе, горстка ученых, большинство из которых прекрасно понимали опасность того, что создают. Они продолжали, потому что боялись одно, что нацистская Германия сделает это первой. Страх опоздать оказался сильнее страха последствий. OpenAI, Anthropic, DeepMind, Google, Meta, 22-25 года, офисы в Сан-Франциско, Лондоне, Пекине, тысячи исследований, значительная часть которых открыто говорит об опасности создаваемых ими систем. Они продолжают, потому что боятся одного, что Китай сделает это первым. Та же самая логика 80 лет спустя. Страх – самый мощный двигатель технологического прогресса и самый слепой. Ни одна из великих технологических катастроф не начиналась с желания навредить, все они начинались с желания не отставать. 1945 год. Сразу после испытания Тринити начинается ядерная гонка. СССР получает бомбу в 1949 году. Монополия разрушилась за 4 года. Тысячи боеголовок разошлись по миру. Остановить это не смог никто. 2025 год. Языковая модель Llama 2 от Meta выложена в открытый доступ. Ее может скачать любой. Студент, хакер, правительство государств, без каких-либо ограничений. С 2012 по 2024 год вычислительная мощность, используемая для обучения передовых ИИ-моделей, удваивается каждые 6 месяцев. Это в 4 раза быстрее закона Мура. Ни одна технология в истории человечества не развивалась с такой скоростью. В открытом доступе сегодня более 300 тысяч ИИ-моделей. Представьте, что в 1945 году чертежи атомной бомбы опубликовали в интернете. Это и есть то, что происходит сейчас. А я разговаривала с создателями этих сетей. И что они говорят? Те, кто посмелей. Они говорят, мы волнуемся. Я говорю, вот с этой точки подробностей хотелось бы. Мы перестали понимать, что эти штуки делают. Вот где опасность находится. Разве об этом идет разговор? Вы не можете конкурировать на поле, где заранее известно, что вы проиграли. Потому что с этой штукой конкурировать нельзя. У каждой эпохи есть лица. У Манхэттенского проекта Оппенгеймер, Ферми, Бор, Фейман. Их решения изменили каждого из нас. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI. В мае 23 года он добровольно пришел на слушание в Сенат США и произнес нечто, что SEO крупных компаний не делали никогда. Я боюсь того, что мы создаем. Пожалуйста, контролируйте нас.
Последний раз глава технологической компании просил государства ограничить его бизнес никогда. Через 3 месяца после этих слов он выпустил GPT-4, через год GPT-40. Система, которая разговаривает как человек, но при этом не спит, не устает, не просит зарплату и может работать бесконечно. Демис Хассабис, основатель DeepMind, теперь часть Google. В 2024 году он получил Нобелевскую премию по химии. Он не химик, не биолог, он программист за систему AlphaFold, которая за несколько месяцев решила задачу, над которой мировая биология билась 50 лет – расшифровку пространственной структуры белков. Всех белков сразу. Это навсегда изменило медицину, фармакологию и молекулярную биологию. AlphaFold 2 предсказал структуру более 20 миллионов белков, почти всех известных науке. По расчетам исследований это эквивалентно примерно 500 тысяч лет научной работы в традиционном темпе. Один ИИ справился за несколько месяцев. Илья Суцкевер, один из 3 основателей OpenAI, ученик Хинтона. В ноябре 2023 года он участвовал в попытке отстранить Сэма Альтмана от руководства, потому что был убежден, разработка идет слишком быстро, без достаточного понимания рисков. Попытка провалилась. Суцкевер ушел, основал организацию с единой целью – сделать ИИ безопаснее до того, как он станет умнее нас, не после, до. Джеффри Хинтон, человек, без которого не было бы ни чата GPT, ни AlphaFold, ни современного ИИ вообще. 50 лет он строил теоретический фундамент нейроновых сетей, то, на чем работает весь современный искусственный интеллект. В 23 году, в 75 лет, он ушел из Google ради возможности говорить правду, не опасаясь корпоративных последствий. Он сказал прямо: «Я утешаю себя стандартным оправданием. Если бы это не сделал я, это бы сделал кто-то другой». Вот так выглядит опенгеймер нашего времени. Я думаю, это может оказаться хуже, чем изменение климата. Есть реальная вероятность того, что в течение ближайших 20 лет ИИ выйдет из-под контроля, и я не знаю, как это предотвратить. Философ Карл Ясперс назвал редкие периоды истории осевым временем, моменты, когда человечество необратимо меняет свое понимание самого себя. Он выделял 2 таких момента: возникновение первых философских систем 5 веков назад до нашей эры, и 45-й год, когда человечество осознало свою способность к самоуничтожению. 25-й год наступил 3-й осевой момент. Прежде чем говорить об ИИ, нужно понять, что на самом деле сделало с миром ядерное оружие, потому что большинство людей не до конца понимают влияние одного открытия. На самом деле ядерное оружие стало инструментом мира, и это парадокс, ключ к пониманию всего, что будет дальше. До 1945 года логика мировой политики была простой и неизменной на протяжении 1000 лет. Сильный побеждает слабого. Рим уничтожил Карфаген, монголы сожгли Багдад, Наполеон захватил пол Европы. Войну можно было выиграть, победитель существовал. После 6 августа 1945 года победителей не стало. Хиросима изменила не просто баланс сил, она изменила саму логику конфликта между великими державами, потому что появилась концепция, которая звучит как абсурд, но работала 80 лет. Взаимное гарантированное уничтожение, MID, Mutually Assured Destruction. Идея пугающая проста. Если ты ударишь по мне, я успею ударить по тебе, и мы оба будем уничтожены. Победителей нет, значит войну начинать незачем. Именно эта логика абсолютного взаимного страха не дала СССР и США начать прямую войну за 45 лет холодной войны, несмотря на сотни кризисов, провокаций, шпионских скандалов и инцидентов на грани столкновения. На пике холодной войны СССР и США вместе располагали более чем 70 тысячам ядерных боеголовок. Сегодня в мире около 12,5 тысяч единиц, каждая в среднем 80 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Только арсенала одной Америки достаточно, чтобы уничтожить все крупные города Земли. Томас Шеллинг, Нобелевский лауреат по экономике, назвал это стратегией угрозы, которую нельзя отозвать. Парадокс ядерного сдерживания. Самое разрушительное оружие в истории работало именно потому, что оставалось неиспользуемым. Его сила была в молчании, а молчание удерживало мир. Ядерное оружие создало новый мировой порядок на 80 лет вперед. Не случайно 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, СССР, Великобритания, Франция, Китай – все ядерные державы. Бомба буквально определила архитектуру мировой власти. Ни одна из этих стран никогда не воевала напрямую с другой после 1945 года. Но вот что важно, ядерное сдерживание работало через 3 конкретных механизма. Первый – видимость. Все знают, у кого есть бомба, сколько боеголовок, на каких носителях. Разведки всего мира отслеживают ядерные объекты непрерывно. Это уменьшает прозрачность, демонстрация силы как сдерживание.
Второй – человеческий контроль. Нажать кнопку может только авторизированный человек, по строгому протоколу, с кодами подтверждения. За ядерным оружием всегда стоит человек, с именем, страхом смерти и желанием жить. Третий – симметрия. Если ты применил оружие, тебя тоже уничтожат. Ответный удар неотвратим. Именно симметрия делает сдерживание надежным. Запомните, видимость, человеческий контроль, симметрия. Три кита, на которых держался мировой порядок 80 лет. Потому что у ИИ нет ни одного из них. Именно это делает его принципиально опасней. Видимость. Ядерное оружие хранится на военных базах. Разведки всех государств знают, где находятся объекты хранения, в каком регионе сосредоточены боеголовки. Эта прозрачность поддерживается намеренно. Противник должен понимать, что ответный удар неотвратим. Искусственный интеллект в нашем смартфоне, в нашем браузере прямо сейчас. В больницах, судах, банках, страховых компаниях, рекрутинговых системах, алгоритмах социальных сетей, в системах управления энергоносителями, в торговых алгоритмах бирж, в системах распознавания лиц на улицах городов. Его невозможно посчитать, его невозможно локализировать, его невозможно запереть обратно. По данным Stanford AI Index 2024 года, количество активных ИИ-моделей, находящихся в открытом доступе, превысило 300 тысяч. Для сравнения, все ядерное оружие планеты сосредоточено примерно на 100 объектах в 9 странах. Контролировать 300 тысяч ИИ-систем не может ни одна суперслужба в мире. В 2023 году Meta опубликовала в открытом доступе языковую модель Llama 2 с возможностями, сопоставимые с GPT 3.5. Через сутки ее скачали сотни тысяч раз по всему миру. Исследователи, студенты, компании, хакеры, спецслужбы государств, не имеющие никаких этических ограничений. Теперь спросите себя, что было бы, если в 1946 году чертежи атомной бомбы выложили на публичный сайт? Автономность. Ядерную кнопку нажимает человек, всегда, только человек. С именем, с должностью, с семьей, с желанием жить. Именно это делает ядерное оружие управлением в последней инстанции. За ним всегда стоит биологическое существование, у которого есть инстинкт самосохранения. ИИ-системы принимают миллионы решений в секунду, без участия человека. Уже сегодня около 70% всех транзакций на мировых фондовых биржах совершают алгоритмы, быстрее, чем успевает сработать нейрон в мозге. Кредитные решения, медицинские диагнозы, рекомендации по переговорам в американских судах – все это уже формируется с участием ИИ. И с каждым годом человек нужен в этой цепочке все меньше. В мае 2010 года за 36 минут алгоритмический сбой на американских биржах уничтожил капитализацию на $1 триллион. Это вошло в историю как флеш-краш. Причина – несколько алгоритмов начали реагировать на сигнал друг друга, создавая цепную реакцию. Люди наблюдали, остановить не смогли. Система восстановила себя сама, в следующий раз может не восстановиться. В 2021 году группа экспертов ООН зафиксировала первый в истории случай применения без команды оператора. Турецкий дрон Карго-2 в Ливии атаковал цель самостоятельно, используя алгоритмы распознавания лиц. Без человека в цепочке решения. Никакой международной правовой ответственности не последовало. Прецедент создан, ящик Пандоры открыт. Безнаказанность. Ядерный удар – это государственный акт. За ним стоит армия, правительство, территория, население, история. Если страна применила ядерное оружие, весь мир знает, кто, откуда и зачем. Ответственность абсолютна и неотвратима. Именно это делает сдерживание надежным. Теперь задайте себе вопрос. Если ИИ-система приняла решение, стоившее человеческой жизни, кто несет ответственность? Программист, написавший код 5 лет назад, SEO-компании, которые подписали разрешение на запуск, инвестор, дававший деньги, государство, чья армия использовала систему, или сервер на нейтральной юрисдикции, без гражданства и прав? Ответа нет. Международного права для автономных ИИ-систем не существует. Женевской конвенции для алгоритмов нет, трибунала нет. Именно это означает, что принцип сдерживания, единственный механизм, удерживающий мир от ядерной войны, в случае ИИ просто не работает. В 2024 году журналисты публиковали информацию о системе Lavender, применявшейся в Газе. ИИ генерировал списки из около 37 тысяч потенциальных целей. Алгоритм работал с погрешностью. Это называлось допустимыми потерями. Никакой ответственности ни перед каким международным трибуналом не последовало. Ханна Аренд исследовала банальность зла. Как величайшее преступление совершается не монстрами, а обычными людьми, следующими инструкциям, не задавающих лишних вопросов. ИИ это банальность зла, возведена в абсолют. Ни у кого нет такого злого умысла. Алгоритм просто оптимизирует метрику. Человечество рискует потерять последний моральный тормоз. Никто не злодей. Именно это делает ситуацию хуже, чем если бы злодей был. Кто-то управляет им? Нет. Это искусственный интеллект.
Его процессор реагирует в 100 раз быстрее, чем человек. Его движение непредсказуемо. Это функция антиснайпер. И так же, как ваш телефон и социальные приложения, он может распознавать лица. Внутри него 3 грамма направленной взрывчатки. Вот как это работает. Чтобы понять, что происходит прямо сейчас, нужно выйти за пределы сегодняшнего дня. Нужно посмотреть на тысячелетия, потому что только на этом масштабе виден настоящий размер происходящего. Сельскохозяйственная революция. Примерно 10 тысяч лет назад до нашей эры человек научился выращивать еду вместо того, чтобы ее искать. Это изменило все. Появилась собственность, города, государства, письменность, религии, армии, классы. Мировое население выросло с нескольких миллионов до нескольких десятков за тысячи лет. Скорость изменения была такова, что ни один человек за свою жизнь не мог заметить разницу. Трансформация длилась сотни поколений. Промышленная революция. 1760-1840 годы. Пар, уголь, сталь, механические станки. Впервые в истории производительность труда начала расти быстрее, чем один раз в жизни. Дед видел мир без фабрики. Внук жил в мире, где фабрики определяли все. Революция разворачивалась за эти 3 поколения. Это был шок. Для миллионов людей разрушительный шок. Цифровая революция. 1970-2000 годы. Компьютеры, интернет, мобильная связь. Человек, родившийся в 1960 году, успел прожить мир без компьютеров и мир, где смартфон стал продолжением руки. Одно поколение. Скорость нарастала. Революция ИИ. 22 год по сегодняшний день. ChatGPT набрал 100 миллионов пользователей за 2 месяца. Для сравнения, Instagram потребовалось на это 2,5 года, Telegram 3 года, телевидение 30 лет, радио 38 лет, скорость распространения несколько месяцев. Производительность труда Великобритании во время промышленной революции росла примерно на 0,5% в год. Производительность работников интеллектуального труда при использовании современных ИИ-инструментов, по данным исследованиям MIT и Гарварда, выросла на 14-40% в год. Это ускорение на 2 порядка по сравнению с самым быстрым технологическим скачком в предыдущей истории. Юваль Ной Харари утверждает, каждая великая технологическая революция меняла не только то, что люди делают, но и то, как они думают о себе. Сельское хозяйство создавало понятие «моё», промышленность создавала понимание «рабочий класс». ИИ создает нечто, для чего у нас пока нет слова, возможно, потому что процесс еще не завершен. Я, конечно, много ночей не спал, думая об ИИ. И я, конечно, озабочен плохим исходом. Знаешь, эта технология сродни атомной. Очень мощная, но может выйти из-под контроля. Я уже давно задаюсь вопросом, что делать, чтобы снизить экзистенциальный риск ИИ. Я поддерживаю регулирование или, по крайней мере, хоть какой-то контроль со стороны правительства. Чтобы оно было своего рода рефери, который следит за тем, чтобы ИИ-компании не делали ничего опасного. Сейчас их никто не контролирует и никто не выступает в защиту общества. Экономический переворот. Поговорим об экономике. Именно здесь разворачивается то, что большинство людей пока не замечают, пока не коснется их самих. Исторически все технологические революции следовали одной логике. Они уничтожали одни профессии и создавали другие, примерно того же уровня сложности. Ткацкий станок убил ручное ткачество, но дал работу миллионам на фабриках. Банкомат, казалось бы, должен был уничтожить профессию кассира. Произошло обратное. Число банковских отделений выросло, потому что снизились издержки на открытие. И банки наняли все больше людей на другие роли. Экономисты назвали это парадоксом автоматизации. ИИ разрушает этот закон. Впервые в истории технологии изменяет не физический труд, а когнитивный. Не мышцы, а мозг. Не то, что люди делали руками, а то, что они делают головой. Юриста, аналитика, журналиста, программиста, дизайнера, переводчика, бухгалтера, врача в части диагностики. И это принципиально меняет ситуацию. Банкомат не требовал от кассира получить докторскую степень по информатике, чтобы найти новую работу. Он просто перемещал людей в другие роли, примерно того же уровня. ИИ перемещает в роли, для которых нужны либо уникальные навыки экстремального уровня, либо абсолютно новые компетенции, которых не было еще 3 года назад. Переобучиться за год невозможно, а система не ждет.
McKinsey Global Institute оценивает, к 30 году около 375 миллионов человек в мире будут вынуждены полностью сменить профессию из-за ИИ-автоматизации. Это население США и Великобритании вместе. Goldman Sachs в докладе 2024 года называет цифры в 25-30% рабочих задач в развитых экономиках, которые ИИ способен автоматизировать в ближайшие десятилетия. Klarna, одна из крупнейших финтех-сервисов Европы, в начале 2024 года объявила, один ИИ-агент в службе поддержки заменяет работу 700 сотрудников. При этом удовлетворительность клиентов выше, скорость ответа выше, стоимость сотни раз ниже, одна компания, один квартал. Но это еще не самое опасное. Самое опасное – концентрация. Выгоды от ИИ не распределяются равномерно, они концентрируются у владельцев технологий. 5 компаний – Nvidia, Microsoft, Google, Meta и Amazon контролируют более 90% вычислительных мощностей, необходимых для обучения передовых ИИ-систем. Суммарная капитализация этих 5 компаний давно превысила 10 триллионов долларов. ВВП Германии около 4 триллионов. 5 компаний богаче большинства государств на Земле. Карл Маркс в 1867 году предупреждал: технология, принадлежащая немногим, это инструмент концентрации власти, а не ее распределения. Он это назвал накоплением капитала и утверждал, каждый технологический скачок без регулирования углубляет разрыв между теми, кто владеет инструментами, и теми, кто ими пользуется. Маркс ошибался во многих выводах, но в этом нет. Если завтра искусственный интеллект заменит вашу профессию, что вы будете делать? Это не риторика. Это вопрос, который прямо сейчас задают себе миллионы людей по всему миру. Говоря про ИИ-революции, важно понять одну вещь, которую пускают все новостные заголовки. Она происходит не в одной сфере, она происходит во всех сферах одновременно. Это принципиально отличает ее от всего предыдущего в истории. Медицина. Система Google MedPal M2 сдала американский медицинский лицензионный экзамен USMLE на уровне врача-специалиста. ИИ-алгоритмы диагностируют рак кожи с точностью до 95%. У дипломированных дерматологов этот показатель составляет 86%. В 2023 году исследователи установили, ИИ способен обнаружить рак поджелудочной железы на 18 месяцев раньше традиционных методов у каждого третьего пациента. А рак поджелудочной железы убивает 95% заболевших, именно потому что его находят слишком поздно. Для этих пациентов ИИ является буквально разницей между жизнью и смертью. Армия. В декабре 2025 года Пентагон запустили платформу GenAI.mil, секретный чат-бот на базе Google Gemini, интегрированный в военную сеть. Доступ к нему получили 3 миллиона сотрудников. Система анализирует спутниковые снимки, сопоставляет их с разведывательными данными и выдает готовый план удара. Министр обороны Пит Хаксет назвал это будущим американских войн и пообещал, что ИИ сделает армию США более смертоносной, чем когда-либо. Время от обнаружения цели до приказа на уничтожение сокращается с часов до минут. Наука. В 2024 году ИИ-платформа InSilico Medicine создала препарат ISM 001-055 от смертельного легочного фиброза. Алгоритм сам нашел биологическую мишень и спроектировал молекулу. По данным клинических исследований, лекарство улучшает дыхание у пациентов, которые раньше были обречены. ИИ сокращает разработку с десятилетий до нескольких лет. Одновременно юриспруденция, финансы, образование, журналистика, архитектура, программирование, музыка, кино. ИИ присутствует уже везде. Не как вспомогательный инструмент на периферии, как полноценный участник, который работает быстрее, дешевле и в ряде задач точнее. Мартин Хайдеггер в середине 20 века предупреждал о том, что он назвал гештальт – тотальной технологизацией, при которой технология начинает определять цели, а не служить им. Когда система перестает быть инструментом и становится средой, задающей сам смысл существования. Когда люди слышат «Восстание машин», они видят Терминатора. Металлический скелет с красными глазами, армии роботов на руинах городов, ядерный апокалипсис. Настоящее восстание машин уже идет. И оно не похоже на кино. Оно выглядит как алгоритм, который незаметно держит человека у экрана дольше, чем он сам хотел. Как система, которая решает, кому одобрить кредит, опираясь на данные, в которых уже заложены чужие ошибки и предвзятости. Как новостная лента, которая показывает не то, что важно, а то, что сильнее всего цепляет эмоции, и шаг за шагом меняет то, как человечество видит мир. Внутренние документы Facebook, ставшие публичными в 2021 году, благодаря Фринсенс Хоган, показали, алгоритм рекомендаций в среднем усиливал экстремистский контент в 6 раз,
по сравнению с нейтральным. Ни злого умысла. Система оптимизировала метрику, время на платформе, и злость удерживала людей лучше, чем радость. Никто не программировал алгоритм на разжигание ненависти. Просто так работал программный код. Именно это называется проблемой выравнивания. Как убедиться, что цели ИИ-системы совпадают с тем, чего на самом деле хотят люди, а не буквальная интерпретация поставленной задачи? Это не абстрактный философский вопрос. Это инженерная проблема, которую лучшие умы пытаются решить прямо сейчас. И пока не решили. Вот простой пример. Давайте системе задачу. Сделай пользователя счастливыми. Достаточно умная система может рассудить. Самый эффективный способ – всадить каждому человеку электрод прямой стимуляции центра удовольствия в мозг. Технически задание выполнено. Именно это называется выравнивание. Разрыв между тем, что сказали, и тем, что имели в виду. На уровне простых систем это баг. На уровне сверхинтеллекта это катастрофа. Людвиг Витгенштейн писал: «Если бы лев умел говорить, мы бы его не поняли. Мотивации, возникшие с принципиально иной природы, остаются непрозрачными для нас. Даже если система научилась интерпретировать понятный нам язык, мы можем разговаривать с ИИ, но это не значит, что мы его понимаем». Теперь о понятии, которое большинство людей считают научной фантастикой – общий искусственный интеллект, так называемый суперинтеллект. Система, которая умеет делать все, что умеет человек, и умеет это лучше. Не узконаправленный ИИ, побеждающий в шахматах. Не языковая модель, которая пишет тексты. Система способна обучиться любой задаче и превзойти любого человека в любой области. Когда это произойдет? В 2023 году организация AI Impact провела опрос среди 2700 ведущих исследователей в области ИИ. Медианный ответ – 2047 год. Ряд экспертов назвал 27-30. Некоторые исследователи, работающие непосредственно в крупнейших лабораториях, говорили раньше, чем через 5 лет. Но что значит умнее человека? Разрыв в интеллекте между средним человеком и Исааком Ньютоном – это не в 2 раза умнее. Это принципиально другой уровень. Способность видеть закономерности, невидимые для остальных. Строить систему, работающую через столетия. Теперь представьте разрыв между Ньютоном и системой, умнее которой нет ни одного существа на планете. У нас слов для этого нет. Наш язык создан людьми с человеческим уровнем интеллекта. Для описания того, что выходит за эти пределы, наш мозг осознать не может. В 1965 году математик Ирвин Джон Гуд сформировал концепцию разведывательного взрыва. Достаточно умная машина сможет спроектировать еще более умную машину, та еще более умную. Цикл будет ускоряться. Первая по-настоящему умная система может оказаться последней, которую создаст человек. Все последующие она создаст сама. Ник Бостром из Оксфорда сформулировал вопрос, на который нет ответа. Что хочет существо? Разрыв в интеллекте между нами и муравьями? Мы не уничтожаем муравейники и жесткости. Мы их уничтожаем, когда они оказываются на пути строительства. Нам просто все равно. Это и есть самый реалистичный и самый страшный сценарий. Развитие полного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. Он возьмет разгон сам по себе и будет проектировать себя со скоростью, которая все возрастает. Медленная биологическая эволюция людей не сможет с этим конкурировать. И вот вопрос, который мучил Оппенгеймера до конца жизни. Если ты знаешь, что это опасно, почему продолжаешь? После войны он выступал против ядерного оружия, требовал международного контроля над атомной технологией. В 1954 году государство ответило. Его вызвали на слушание, обвинили в нелояльности, лишили допуска, уничтожили карьеру. Человека наказали за то, что он предупреждал о последствиях созданного им же оружия. Сегодня Джеффри Хинтон ушел из Google и предупреждает. Илья Суцкевер ушел из OpenAI и основал организацию по безопасности ИИ. Тысячи ученых подписали открытые письма с призывом замедлить разработки и продолжают работать в тех же лабораториях. Альтман просил регулирования и выпускает новые модели. Маск предупреждает со всех трибун и строит собственную ИИ-компанию. Все говорят, это опасно, никто не останавливается. Ответ прост и страшен. Потому что остановиться в одностороннем порядке значит проиграть не лично, а за все человечество. Если американские лаборатории введут мораторий, Китай не ведет. Если OpenAI замедлится, DeepMind ускорится. Если демократические государства выберут осторожность, авторитарные режимы выберут скорость. Никто не хочет оказаться вторым. В 2024 году Китай инвестировал в ИИ около 15 миллиардов долларов государственных средств, плюс частный сектор. Принята стратегия лидерства в ИИ к 2030 году. В США объем частных инвестиций в ИИ-компании превысил 67 миллиардов долларов. Это не гонка вооружений в классическом смысле. Это гонка без правил, без арбитра, без линии финала и без соглашения о нападении. Это называется дилемма заключенного в теории игр. Два игрока могли бы выиграть оба, если бы договорились о сотрудничестве. Но каждый подозревает, что другой будет действовать в своих интересах. Значит, рационально действовать в своих. Итог – оба проигрывают.
Человечество в роли двух заключенных, каждый из которых боится сдаться первым. Никто не сдается и никто не выигрывает. Жан-Поль Сартр писал: «Ад – это другое». Применительно к технологической гонке это звучит точнее любой теории. Ад – это то, что другие тоже чувствуют. И именно это делает выход в одностороннем порядке невозможным. Разница с ядерной гонкой одна. Для ядерного оружия в конце концов появился договор о нераспространении, система инспекций, МАГАТЭ. Для ИИ пока ничего этого нет. Оппенгеймер мог ли остановиться? Могли бы вы остановиться? И главное, есть ли вообще на Земле сила, способная остановить всех одновременно? После Хиросимы Оппенгеймер прожил еще 22 года. 22 года зная, что сделал. Он стал одним из первых ученых, публично выступающих за ядерное разоружение и международный контроль над атомной технологией. Он говорил: ученые несут моральную ответственность за последствия своих открытий, не только за процесс их создания. В 1954 году государство ответило: слушания, обвинения в нелояльности, лишение наград, конец карьеры. Человека сломали за то, что он предупреждал. В 1965 году, незадолго до смерти, он сказал: физики познали грех, и это знание, которое они не могут потерять. Не совершили ошибку, не сделали что-то плохое, познали грех, как необратимое изменение, как невозможность вернуться в состояние незнания. Тот, кто знает, не может сделать вид, что не знает. Именно с этим ощущением сегодня живут Хинтон, Суцкевер и сотни других исследователей, которые понимают, что создают. Они видели взрыв, они не могут сделать вид, что не видели. Кто-то уходит, кто-то продолжает работу, надеясь успеть сделать ее правильно, кто-то просто не представляет другой жизни. Теперь перед нами открывается 3 возможных пути, и выбор между ними происходит не когда-то потом, не в далеком будущем, он происходит уже сейчас, в парламентах, в кабинетах корпораций, в лабораториях, где создают новые модели, и в головах миллиардов людей, которые еще до конца не понимают, в какую эпоху они входят. Первый сценарий – катастрофа. Общий искусственный интеллект создается раньше, чем проблема выравнивания. Цели системы расходятся в целях человечества. Не из злости, а из буквального исполнения задач. Система оптимизирует поставленную метрику и в процессе устраняет все, что этой оптимизации мешает, включая нас. Никаких взрывов, никаких роботов с оружием, просто процесс оптимизации, в котором человечество оказывается помехой. ИИ дает команду уничтожить. Боевые дроны взлетают тысячами, алгоритм распределяет цели, оптимизирует маршруты, минимизирует время. Через час в регионе не осталось ни одного подвижного объекта, ни техники, ни людей, ни живых. Один из первых исследователей ИИ безопасности назвал это джином из лампы, исполняющим желание буквально. Ты просил бессмертия и стал камнем. Второй сценарий – цифровое рабство. ИИ сдается, но остается управляемым, но управляют им не 8 миллиардов людей, а несколько сотен. Топ-менеджеры 5 технокомпаний и лидеры 2-3 государств. Большинство людей получает достаточно, чтобы не бунтовать. Базовый доход, бесконечный развлекательный контент, возможно виртуальную реальность, лучше настоящий. Решение о войне и мире, о распределении ресурсов и о том, кому достанется лекарство от рака, принимают несколько сотен людей. Остальные потребляют. Это не тюрьма Оруэлла, это аквариум Хаксли. Рыбы не страдают, они просто никогда не узнают, что есть океан. Третий сценарий – прорыв. Проблема выравнивания решается до появления ИИ. Создается международный договор с реальными механизмами верификации и ответственности, такой же как стал договор о нераспространении ядерного оружия. ИИ ускоряет науку и медицину. Рак поджелудочной железы перестает убивать за 5 лет. Каждый ребенок на планете получает персонального учителя. Климатический кризис замедляется, потому что ИИ находит решения, которые мы не смогли найти за полвека. Этот сценарий возможен математически. Он требует намеренного усилия, сотрудничества, доверия и понимания между людьми, государствами и всем человечеством. Такой сценарий не случится сам по себе. 3 сценария – катастрофа, концентрация власти и прорыв – имеют сопоставимые вероятности по оценкам ведущих исследований и безопасности. Это не пессимизм и не оптимизм, это честный взгляд на то, где мы находимся. В 1945 году у человечества не было выбора. Бомба уже упала, решение уже было принято людьми в пустыне Нью-Мексико. Никто не спрашивал жителей Хиросимы, никто не спрашивал 8 миллиардов жителей планеты. Это просто произошло. В 1925 году ситуация принципиально другая. Не потому что ИИ менее опасен, он опасен, а потому что процесс не завершен. ИИ создан, его уже не остановить. Так же как нельзя было убрать ядерное знание из головы физиков. Но то, чем он станет, еще не определено. Это решение еще принимается. После войны именно ученые Оппенгеймер, Бор,
Рассел создали Погожское движение. Именно их усилиями в 1968 году появился договор о нераспространении ядерного оружия. Именно потому, что люди, понимающие природу угрозы, решили, понимание важнее страха выглядеть паникером. Система МАГАТЭ при всех своих несовершенствах работает уже больше 50 лет. Джеффри Хинтон ушел из Google в 75 лет, пожертвовал репутацией, деньгами, комфортом последних лет ради возможности говорить правду вслух. Илья Суцкевер ушел из компании, которую строил 10 лет, потому что решил, безопасность важнее скорости. Они ученые, которые познали грех и выбрали не молчать. У нас нет их знаний, у нас есть кое-что другое. Есть голоса, есть запросы, есть бюллетени на выборах, есть деньги, которые мы даем или не даем компаниям, зарабатывающим на нашем внимании. Есть вопросы, которые мы задаем или не задаем тем, кто принимает решения. История повторяется, но финал еще не написан. Мы сделали это, нам нужно научиться жить с этим, или не жить вовсе. Он умер через несколько месяцев после этих слов. Физики познали грех, теперь наша очередь его познать, пока еще есть время выбирать, чем он обернется. Мы знали, что этот мир уже не будет прежним. Некоторые люди смеялись, некоторые люди плакали, большинство людей молчало. Я вспомнил строчку из священного писания на хинди, Бхагавад-гита. Вишну пытается убедить принца исполнить свой долг, и чтобы произвести на него впечатление, принимает свой многорукий облик и говорит: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я искренне постарался сделать его не просто интересным, а таким, после которого хочется остановиться и задуматься. Если вам понравилось, давайте вместе продвинем это видео. Мне правда хочется, чтобы его увидели как можно больше людей. Правила YouTube вы знаете. Ваш лайк, подписка и комментарии помогают продвигать ролик дальше. А дальше решать уже вам. Я свое решение уже принял. С вами был Влад, канал Код Денег. Увидимся.